Здравствуйте. Я бы хотела оставить отзыв о центре гипноза имени Якова Брюса. Меня зовут Елена, и сеанс я проходила в сентябре месяце. Решила устроить себе подарок на день рождения. А сейчас уже у нас конец апреля, получается, 2021 года. Ах, Ну, если в двух словах, то я знаю, что все бы хотели услышать, что было до и после, но и такие очень быстрые изменения. То есть было вот до очень-очень плохо, а сейчас прям стало супер отлично все. Я могу так сказать, у меня вообще жизнь, она такая как бы не очень простая изначально была. И можно сравнить, вот если вообразить себе такую размытую дождем глинистую дорогу, и вот я иду по ней, иду, и нет ни конца, ни края. И еле-еле я дошла до ребят. Я очень благодарна Наталье и Павлу за проделанную работу. Именно к ним я попала на сеанс. У нас был очный сеанс, то есть я лично присутствовала на сессии. И я думала, что я не доберусь, не доберусь до них, потому что было действительно очень трудно, особенно 3 дня перед самой сессией было действительно невероятно тяжело. Э, Что хочется сказать? Прошло достаточно много времени, да, с сентября месяца, и у меня, знаете, такое ощущение сейчас, что мне дали просто вот поместили в какое-то место такое вот, передышку дали. И впереди еще очень длинный путь. Очень длинный путь, и я сейчас просто набираюсь сил, я восстановилась. Мне потребовалось много времени, чтобы восстановиться, потому что за всю свою жизнь я не отдыхала никогда. Ни разу. У меня не было внутри покоя, у меня не было расслабленного состояния какого-то. Это трудно передать словами. И трудно передать чувство благодарности, которые действительно я испытываю к Наталье, Павлу и к организатору всего этого дела Тимуру Андара. Поэтому я очень хотела бы с ним познакомиться, но это еще все впереди. Какие ощущения, да? То есть первым делом у меня очень ясная голова. То есть я иногда замечаю, что нет просто ни одной мысли в голове. Совершенно. То есть просто спокойно, хорошо. Спокойно и хорошо внутри. Это какие-то невероятные состояния, которые до сих пор я никогда не испытывала. Это было невозможно для меня. Жизнь была просто колесо, просто борьба, из которого выхода не было. Но я всю жизнь искала, мне везло с мастерами, с учителями, со знаниями. То есть я искала ответы на вопросы и продолжаю их искать. И буду их искать, находить, я думаю. Одной сессии мало. Ребят, это 100%. Я прошла одну сессию. Это просто вот как, знаете, меня просто поместили в реабилитационный центр, вернее, в центр восстановления, как будто я сейчас вот нахожусь где-то на обочине этой глинистой дороги, какая-то маленькая избушка вот есть как будто бы, да, и я там вот просто сижу на пике и отдыхаю. Слава богу, я могу присесть за все свои годы жизни. И больше нету этой тяжкой ноши, нету рюкзака этого огромного 500 килограмм веса, да, за плечами, и на голове нету никаких дурацких, не знаю, тоже какой-то ноши. Облегчение, состояние облегчения, но я бы хотела сказать, что этого мало. Кто думает, что одного сеанса достаточно, я никого не призываю, что там берите 3 сеанса, там еще что-то. Всем по ощущениям нужно по своим ориентироваться. По моим ощущениям, одного сеанса мало. И так как я такой исследователь по жизни,
впереди, я думаю, что предстоит обучение, то есть более глубокое погружение в эти знания. И я думаю, вся работа основная, она еще впереди, потому что сейчас Наташа и Павел, они мне просто вот помогли не помереть, знаете, как бы, ну вот действительно, просто помогли не помереть. Потому что я им сказала при встрече, что я думала, я не дойду до вас. И это правда. Не буду никого призывать, ой, идите на там курсы, идите там на сеансы. Ребят, решайте сами, потому что это, ну, такое решение, оно либо вас туда приведет, внутреннее ваше состояние, либо нет. Вот. Я очень благодарна вам. Это не передать словами. Очень благодарна. И не только я. Со мной ходил мой друг, ну, следом за мной, там, по-моему, через 3 дня. Он сам запишет свой видеоотзыв об этом сеансе и сам расскажет, я думаю. Все очень хорошо, все здорово. Я рада, что я живу. Я рада, что у меня есть силы, у меня есть опора жить дальше. И спасибо вам. Здравствуйте! Я бы хотела оставить свой отзыв о проделанной работе. Работа была проделана с Алексеем и Татьяной. Прошло буквально 4-5 часов. Я еще до конца еще не отошла. Вот. Вышла погулять с собакой на природе, чтобы, может быть, что сама природа помогла. Работа была проделана очень мощная. Ой, усталость, конечно, чувствуется еще до сих пор. Могу себе представить, как Алексей с Татьяной, как они себя чувствуют, насколько они уставшие. Разбираться с другим человеком, совершенно чужим, с его аурой, с его проблемами, очищать от всего накопившего. Накопилось оно за эти годы немало. Благополучно это все было отправлено в их мир. Мы благополучно с ними распрощались и надеемся больше никогда с ними не увидеться и не встретиться. Ой. Благодарю их еще за то, что они помогли мне разобраться со своими родителями, что как бы ощущения были, но тяжело было само в этом разобраться. Они мне в этом помогли. Конечно же, новость такая поразила, как оно там было все. Благодарю их за это. Очень много, что хочется рассказать, но как бы еще думаю, что можно рассказать, что нельзя рассказать. Но я под впечатлением огромным. Очень огромная благодарность этим людям. И совершенно не жалею, что обратилась. Конечно же, я к этому шла долго. Я человек, который никак не может решиться. И я довольна. Я очень довольна. Довольна, потому что они, можно сказать, врачеватели душ. Я к этому пришла. Рано или поздно, мне кажется, каждый приходит к этому. Я к этому пришла. Я очень довольна. Советую всем тем, кто в поиске самих себя, и чтобы разобраться с самим собой. Благодарю. 3 мая этого года я проходила чистку благодаря центру имени Якова Брюса. Прошло более чем 7 дней. Это было не очень легко для меня. Было много новых эмоций,
ощущений, моментов, были и провокации, не без этого, как оказалось. Но после этого момента очень многие вещи сложились воедино, как будто сложился огромный пазл у меня в голове. И я поняла, что все-таки я не схожу с ума, что все в порядке, так должно быть. Ушла паника, гнев. Учишься жить совсем по-другому. Как-то даже хорошо, умиротворенно. Открываются новые видения. Те, кто уже проснулся, они поймут, как это видеть мир немножко по-другому, слыша свое «я». Большое спасибо центру. Я очень рада, что в наше время существуют такие уже люди, которые не только проснулись сами, но и помогают другим. Спасибо большое моему щиту и мечу, что он подтолкнул меня к этому, и я проснулась. Моим родным, которые наполняют меня любовью. И хочу сказать тем людям, которые думают, что с ними что-то не так, и происходят какие-то странные вещи, и они в себе это все подавляют. Например, такие люди, как говорят, дети индиго. Это те люди, которые уже родились с пробуждением, знают, кто они, что они, откуда. И сейчас я понимаю, что, конечно, таким деткам нелегко. И теперь пробуждаются люди, уже прожив какой-то определенный промежуток времени, и нужно учиться жить немножко по-другому. Так вот, ничего не бойтесь. Все в порядке. Вам просто нужно задавать вопросы, слушать ответы, разговаривать со своими ангелами-хранителями, и у вас обязательно все получится. Мир всем вам, и пускай загорится свет в каждой душе. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Всем привет, меня зовут Ирина, и мне хочется оставить еще один отзыв о проведенной чистке в лице Искандера и Елены. Всего у меня было несколько сеансов, и после последнего сеанса прошло уже, наверное, около месяца. И что я хочу сказать, настолько профессионально сработали Искандер и Елена, что я продолжаю постигать азы эзотерики. Я начала разбираться во всех аспектах того, что было сказано Еленой в отношении моего здоровья, в отношении того, что мне нужно делать для того, чтобы добиться того или иного результата. И чем больше я разбираюсь в терминологии, в каких-то вещах, которые мне вообще были неизвестны, но они прозвучали с уст Супера Елены, вот, тем больше я понимаю, насколько точно сработала пара Искандера и Елены. Во-первых, абсолютно точно были указаны моменты моих проблем со здоровьем, в каких областях это было. Те советы, которые были мне даны моим фантомом через Елену, мне очень помогают сейчас. И поэтому я хочу сказать, что если с умом подойти к делу и воспользоваться этой информацией, которую предоставляет гипнолог со слипером, то можно в дальнейшем, в общем-то, какое-то время и не обращаться к этому, не возвращаться, а работать над этим самостоятельно. То есть, понятное дело, что когда какой-то тяжелый, сложный случай, то мы все бежим либо в церковь, либо к психологу, либо в данном случае к гипнологу. Но если взяться за ум и за душу, то можно в дальнейшем научиться самоконтролю, осознанности и управлять уже самостоятельно своим телом и потоком сознания. И я просто поражаюсь, насколько все точно было сказано, опять же, насколько Искандер глубоко провел чистку по всем аспектам, по всем параметрам. Это просто, на мой взгляд, идеально. Вот. Я всем рекомендую Искандера и Елену.
Все, пока. Добрый день. Сегодня прошла ровно неделя со дня проведения сеанса. Хотелось бы выразить большую благодарность Центру гипноза имени Брюса, а также Тимуру и Елене, которые проявили со мной огромную работу. В первый час после сеанса я чувствовал себя разбитым. Было чувство вины, непонятности, неопределенности. После этого все наладилось. На сегодняшний день я чувствую себя отлично. Есть много вопросов. Хотелось бы повторить сеанс очистки, потому что для этого есть другие основания. Огромная благодарность всем за понимание, за поддержку. Всем добра, радости, света. Благодарю. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Ким. Мне 59 лет. Живу я в городе Южно-Сахалинске. И сегодня я бы хотела сделать видеоотзыв о проведенном сеансе диагностики и очищения моего биополя. Сеанс проводили Искан и Алена 12 апреля 2021 года. Прошло 11 дней, и понаблюдав за своим состоянием и здоровьем, я хочу сказать следующее. Конечно, здоровье значительно улучшилось. У меня пропала бессонница, которая мучила меня многие годы. Также исчезли боли в позвоночнике, в пояснице, которые периодически тоже меня беспокоили. Появилась какая-то легкость в теле, настроение улучшилось, и исчезли негативные мысли, которые ворошились постоянно в моей голове. Это беспокойство за моих детей, внуков, за родных и близких. Я всегда очень близко воспринимала проблемы других людей. Это все ушло. И вы знаете, я хочу сказать, что все это на самом деле существует. И мне кажется, что каждому человеку нужно пройти хотя бы один сеанс диагностики и очищения биополя. И я выражаю огромную благодарность людям, которые работают в центре имени Якова Брюса и делают прекрасное и доброе дело, приносят добро людям. Также отдельную благодарность Искане и Алене за проведенный сеанс. Благодарю вас всех. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу сделать свой отзыв о центре гипноза имени Якова Брюса. Эти прекрасные ребята сделали мне первый сеанс диагностики и чистки от интерферентов. Ну, хочу сказать, что это не просто ребята. Ребята, вы очень крутые, вы нереальные, вы просто божественные. Вы настоящие посланцы Творца Абсолюта, света и безусловной любви в нашей жизни. Потому что увидеть в моей тонкой копии, в моем физическом теле 7 космических интерферентов и 6 лярв, которые мне всю жизнь мучили с 3 лет моей жизни. Первый перешел от родителей, остальное там все во время моей прекрасной долгой жизни, вот, которые залезли в каждый мой суставчик, в каждый мой орган. У меня, представляете, не было вообще ни одного органа, где бы их не было. Мой мозг они просто заблокировали со всех сторон. Просто левое полушарие, правое, спереди, сзади, одели какую-то там сетку. Мои ноги были опутаны пауком, его паутиной. Я много-много лет очень усердно занимаюсь духовными практиками. И недавно я была на сеансе очень-очень хорошего, продвинутого астролога. И он мне сказал такую вещь, что связь с Землей у меня только 2% там из 10, и то очень-очень слабая. А связь с космосом у меня там 0,5 миллиметра.
Я сидела и думала, как это может быть? 10 лет я по утрам по несколько часов делаю всякие духовные практики, делаю очень сильнейшее заземление. У меня посвящение в рейки. И у меня совершенно нет. И я фактически ощущала, что я отрезана и от Земли, и от космоса, что меня не слышит, меня не видит. Да, конечно, потому что у меня было абсолютно все заблокировано. Вся моя работа духовная, она только была для их подпитки. Они, извините, жрали мою светлую, чистую энергию, и нижнюю, и верхнюю, и этим просто прекрасно жили в моем замечательном теле. Поэтому, ребята, я вам просто настолько благодарна. Я хочу выразить вам низкий мой поклон вам, выразить вам глубочайшую благодарность, сердечную, духовную, душевную, за то, что вы вообще этим занимаетесь, что ваша миссия очистить наши физические тела, нашу физическую жизнь от всяких интерферентов. Это из фантастики, да, из области фантастики, из области этого не может быть, потому что не может быть никогда. Но это реальность нашей земной жизни. Что мы все земляне очень подвержены и атакованы, постоянно нас атакуют земные неживые, космические неживые существа и земные неживые энергетические существа. Они питаются нашей энергией, они по-всякому, всякими обманными путями залазят в нашу тонкую копию, залазят в наше энергетическое поле и потом начинают нас просто поедать энергетически. А мы потом думаем, много лет, я вот много лет, 10 лет я лечила все свои суставы, они были в каждом суставчике, в коленях, везде, абсолютно. Да, у меня еще, конечно, все побаливает, потому что они столько сделали там за всю мою жизнь, таких разрушений. Но я очень знаю и надеюсь, и абсолютно точно знаю, что второй и третий сеанс уберет все остальное, всю темную энергию, которая собралась в моем физическом теле. Поэтому я с любой благодарностью иду на второй и третий сеанс, иду к прекраснейшим гипнологу Павлу, прекраснейшему слиперу Наталье. Я вам очень-очень благодарна, дорогие. Вы прекрасны, вы просто мега-мега крутые, вы мега-специалисты, вы мега-мастера, вы просто, да, божественные посланцы. Поэтому я вас люблю, благодарю и дальше иду на второй и третий сеанс с любовью и благодарностью. Добрый день, всех приветствую. Хочу оставить отзыв о центре Якова Брюса. Проходила сеанс у мастера Тимура и слипера Елены, за что им огромнейшая благодарность. Благодарю вас. Обратилась я с проблемой, что у меня с памятью что-то происходит, но это у меня началось лет 7 назад, я начала деградировать, но проблемы начались еще раньше, но лет 7 назад я вообще стала неузнаваемой, даже люди перестали во мне узнавать прежнюю ту. И я обращалась к всяким целителям, ну, куда я только не обращалась, что я только не делала, ничего мне не помогло. На какой-то короткий период помогала, а потом все начиналось заново. По воле судьбы я наткнулась на сайт Тимура, и тут я решила к нему обратиться, о чем не жалею. После сеанса Тимура, как он предупреждал, первая неделя была трудной, но он об этом сразу предупредил. На второй неделе я была полна сил, энергии, у меня открылось обаяние, осязание. Ну, для меня это не нужно пока, мне главное восстановиться.
у меня все хорошо, я стала хорошо спать по ночам. Я давно не спала нормально. Сейчас я сплю очень хорошо, высыпаюсь, просыпаюсь бодрой. Огромнейшая вам благодарность. Буду обращаться еще по другим вопросам. Спасибо. Спасибо за помощь. Здравствуйте. Всем доброго времени суток. Вот недавно мы заказывали для нашего деда сеанс регрессивного гипноза, если так можно сказать, в центре гипноза Якова Брюса. Этот центр рекомендовали с разных сторон. Мне, то есть эти рекомендации понравились, и мы решили обратиться, и, в общем, был проведен сеанс. Именно вот какая ситуация с нашим дедушкой. Нашему дедушке уже почти 90 лет, пережил инсульт, пережил там еще одни болячки такое, то есть было очень такое серьезное потрясение для здоровья, после которого человек едва остался жив, то есть, слава богу, выкарабкались. И вот, после этого, конечно же, жизнь человека изменилась, то есть появились некоторые ограничения на здоровье, и, в общем, было замечено, что как бы вот в повседневной жизни человека присутствует что-то чужеродное. Знаете, как вот я человек такой, как бы для меня не чуждо понятие о тонком плане, о том, что тонкий план, он предшествует физическому плану, и оттуда все исходит. И как бы, в общем, в жизни человека оказалось, просто заметно какое-то чужеродное влияние, каких-то сил, каких-то сущностей. После того, как я ознакомился с видеозаписью сеанса, очень обратил на себя внимание диагностика слипера девушки, женщины, которая, очень четко, как мне показалось, отразила физические недомогания, которые связаны именно послеинсультные, там связано именно проблемы с памятью, и какие-то моменты, допустим, был замечен такой момент, как когда повторяемость действий, какое-то действие, что-то, какой-то предмет, что-то спросить, когда делается это, допустим, по 5, 3-4 раза, 5 раз, 6 раз, может, одно и то же. Человек забывает, не помнит. И то, как была именно освещена причина на тонком плане, связана с сущностью, которая использовала именно эту ситуацию для решения своих энергетических, паразитических проблем. То есть было очень четко, то есть на расстоянии плюс также было замечено, что были отражены другие проблемы на физическом здоровье, которые также были очень достаточно точно по позвоночнику, где-то еще. То есть было очень интересно это определить, когда человек далеко, удаленно это все установил. В целом, в принципе, очень интересно, все интересно, четко, скажем так, как показалось, то есть оно отвечает действительности, то есть и в целом отдельно точно отразило действительно порядок вещей, действительно ситуацию со здоровьем и внутренним состоянием человека, моего деда. Также было замечено, что совершенно спонтанно, независимо от, то есть дедушка сам не знал, что было такое. Но он сам сказал, что в разговоре спонтанно сказал, что с ним что-то происходит. Что-то должно произойти, какие-то изменения. То есть вот так вот. В целом пока просто времени прошло мало, изменений еще как таковых нету, чтобы очевидных в позитивную сторону. Но ожидаем. И в целом, в принципе, я рекомендую обращаться людям, допустим, такого пожилого возраста, то есть заказывать такие сеансы. Я думаю, может быть оказана серьезная помощь, потому что
понимаете, как бы вот эти все тонкий план, весь этот паразитическая и все составляющая его, то есть она значительно понижает качество жизни, потому что как таковой старости ее нету, а старость она обуславливается именно очень серьезной потерей энергии, то есть которая связана именно с паразитами из тонкого плана, по разным тем или иным причинам. То есть поэтому я, в общем-то, благодарен за ситуацию, которая была проведена, за проведение данного сеанса. Всем рекомендую. Именно центр гипноза Якова Брюса.